Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Те, кто подписчики нашего канала, нажимайте кнопочку «Поделиться», пересылайте это видео по электронной почте, по социальным мессенджерам. Тема сегодняшнего видео – зачем нужен контроль своих ограниченных ресурсов, время, энергия, фокус, приоритеты. Это видео войдет в плейлист «Май», и в мае мы по традиции подводим итоги нашего состояния, чего мы достигли, что из запланированного у нас пошло по плану. И в мае наступает время, когда нам необходимо усиливать контроль. И в этом видео я расскажу, как использовать элементы контроля, и мы контролируем три основных параметра – это время, энергия и приоритеты. В колесе жизненного баланса Long Swim мы очень много видео предоставили для того, чтобы вы могли заинтересоваться темой, как можно использовать инструменты колеса жизненного баланса для достижения своих жизненных целей. Кому-то интересна тема профессионального и личного долголетия. Мы считаем, что когда мы даем вам информацию, в вашем распоряжении имеются все возможности, чтобы жизнь вашу и жизнь ваших окружающих сделать намного интереснее, чтобы мир вокруг вас становился более доброжелательным, и вы своих планов достигали запланированные вами сроки. Зачем контролировать время? Рассмотрим это все сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. Распределение времени у нас сосредоточено в сфере яркость жизни. И мы, понимая, что нам необходимо соблюсти баланс между работать и отдыхать, тратить энергию и накапливать энергию, выбираем в течение месяца период, когда нам необходимо основное время посвятить отдыху, восстановлению себя. Если мы будем это делать регулярно, у нас фактически нулевая вероятность того, что у нас наступит эмоциональное выгорание. А если мы своевременно будем прокачивать свою сферу здоровья и спорт, вероятность физического выгорания, она также будет сведена к нулю. Если мы говорим о теме профессионального выгорания, то мы на эту тему будем готовить отдельное подробное видео. В двух словах могу сказать, что тема профессионального выгорания тесно связана со сферой духовный рост и творчества. Когда мы прорабатываем свои жизненные принципы и понимаем, каким жизненным принципам мы будем больше посвящать свою профессиональную реализацию. То есть, если вы ставите задачу стать врачом, самым лучшим врачом-хирургом, вы наверняка будете использовать такие возможности. Если вы считаете, что ваша задача научно-исследовательская работа, у вас другая миссия в сфере карьеры и бизнеса. Если вы считаете, что вам необходимо быть самым богатым человеком в вашем городе, наверняка реализация этой цели будет требовать других жизненных принципов и, соответственно, другого окружения. Почему мы контролю времени уделяем очень много внимания? В колесе жизненного баланса у нас есть три основных состояния. Самое классное состояние, лучше не бывает, к чему мы всегда стремимся, это состояние 8-10. И в этом состоянии у нас очень много времени посвящено планированию, потому что в реализации планов в состоянии 8-10 задействовано очень много внешних ресурсов. Это ваши друзья, единомышленники, эксперты, подрядчики, все, кто заинтересовался вашей идеей и имеют желание поучаствовать в реализации вашей идеи, им нужно предоставить четкий план действия, когда необходимо участвовать, как они могут быть задействованы в получении выгод от реализованного проекта, и еще очень много положительных моментов. Все они требуют планирования. В состоянии 4-8 вы чаще всего используете свои задействованные ресурсы, которые есть в вашем распоряжении, знания, опыт, ближайшие друзья и коллеги, то есть те ресурсы, которым вы можете доверять, те ресурсы, в которых вы не сомневаетесь. В состоянии 0,4 вы будете стараться сначала, я надеюсь, это будет не очень продолжительное время, все делать сами. Миссия «я сам, я сама».
Поэтому в состоянии 0,4 очень много времени нужно выделить в начале месяца, что вы будете делать на месяц. То есть планы на месяц должны стать вашей основой. Если вы уделяете тщательное планированию на неделю, тогда в вашем приоритете окажутся ваши рутинные дела. Краткосрочные цели, они требуют планирования на месяц, на 2, на 3 вперед, а долгосрочные цели в состоянии 0,4 это, как правило, в сфере яркость жизни, отдых должен быть запланирован. Почему? Потому что это самое легко выполнимое из долгосрочных целей. То есть долгосрочные цели – это от 3 до 6 месяцев. Отдых 2 раза в году вы можете легко спланировать, желательно провести в кругу семьи со своим любимым человеком, чтобы ваша семья, ваши близкие люди чувствовали вашу заботу. Так устроен наш мир, мы очень нуждаемся в положительных эмоциях от наших близких. Второй параметр, который нам необходимо контролировать, это энергия. Это, опять же, сфера яркость жизни. В сфере яркость жизни мы ищем места силы, где мы восстанавливаемся. На восстановление энергии нам необходимо время. Основной принцип – быстро заряжаемся, медленно расходуем энергию. И есть ежедневное правило, которое я уже говорил в предыдущих видео. Вечером по окончании рабочего дня, неважно, во сколько закончился ваш рабочий день, в 18:00, 19:00, в 20:00, желательно сохранить 30% вашей жизненной энергии на день. Это очень индивидуально, у каждого свое ощущение, но попрактиковав это в течение месяца, вы поймете, что если вы ставите задачу к концу дня вернуться в семью к своему любимому человеку, к родным и близким, запасом энергии 30%, вам этой энергии хватит для того, чтобы это время уделить своим родным и близким, и этой энергии вам хватит для того, чтобы вы после продолжительного, глубокого, релаксирующего сна вышли на следующий день воодушевленным. Еще одно правило, но не менее важное, особенно для состояния 4-8, в 12 часов дня обязательно делайте замеры своего эмоционального состояния и замеры своей энергии. Желательно, чтобы до 12 часов вас никто не расстроил, или вы не пришли в состояние, когда вы расстроились, в состоянии 4-8. Ваше эмоциональное состояние зависит от ваших жизненных принципов. Состояние 0,4 отрицательные эмоции – это норма, и в этом нет ничего такого страшного, или это не имеет каких-то отрицательных последствий. В состоянии 4-8 вам уже важно понимать, что ваше эмоциональное состояние, если вы находитесь в отрицательных эмоциях, постарайтесь в течение 5-10 минут выйти из этого состояния, и в этом вам будет очень сильно помогать колесо жизненного баланса. В плейлисте «Колесо жизненного баланса» практика и плейлист для любимого человека рассказано очень много инструментариев, как можно следить за своим эмоциональным состоянием. Подписывайтесь на эти плейлисты, смотрите по несколько раз в году. В этом найдете очень полезное и много полезной информации. И просмотр полезной информации должен родить у вас инсайт. Инсайт – это ваше желание теорию, ту информацию, которую мы вам дали, попробовать применить к вашей текущей жизни. Со 2-й, 3-й или 4-й попытки у вас обязательно все получится, потому что инсайт – это очень хороший мотив для того, чтобы изменить вашу ситуацию в сторону той ситуации, которая вас будет устраивать, которая будет вести к вашим целям. Следующий момент, где энергия расходится или определяются основные векторы, это сфера духовный рост и творчество. Часть энергии необходимо пустить на творчество, на развитие вашего креатива. Это вас очень сильно убережет от эмоционального выгорания, и ваши жизненные принципы будут давать вам возможность искать единомышленников, которые обладают той же самой энергетикой, и состояние 4-8 – это умение взаимодействовать с людьми с точки зрения того, чтобы жить с ними в гармонии, и с точки зрения того, что эти люди могут вам помогать, а могут и не помогать в решении ваших поставленных задач. Следующий, 3-й параметр – это фокус, приоритеты. Мне больше нравится
слово приоритеты. Почему? Я сейчас постараюсь привести несколько аргументов. Приоритет означает, что вы в данный момент времени, в ограниченный период времени на этой неделе считаете, что вот эта вот задача самая важная, и нужно, может быть, даже пожертвовать некоторыми другими задачами на эту неделю, но постараться все это сделать. Для состояния 0,4 это нормальная практика, то есть вы упираетесь в приоритет. Ввиду отсутствия опыта вы это делаете достаточно долго, с большими трудозатратами, но получаете первый опыт. В состоянии 4.8 приоритет означает, что, скорее всего, эти дела вы будете делать в первую половину дня, когда у вас заряд энергии значительно больше, и вы к решению этой задачи будете больше привлекать подрядчиков, специалистов, которые могут вам помочь в решении этой задачи. Состояние 8-10 приоритета означает, что в этот период времени у вас возникает хорошая возможность, самая благоприятная, и необходимо воспользоваться. Для этого вам необходимо организовать своих единомышленников, друзей, коллег для решения этой задачи. В состоянии 4-8 у вас не будет вот той мобильности, той вот взрывной энергии для того, чтобы воспользоваться возможностью, поэтому возможности у вас будут возникать с той же частотой, что у людей в состоянии 8-10, но вы этими возможностями будете не успевать воспользоваться, потому что вам необходимо время, чтобы развернуться в сторону этой возможности. Вы будете долго оценивать, не будет еще интуитивного понимания, что вы этой возможностью воспользовались, восстановили все ресурсы или вернули потраченные деньги, то есть монетизировали ваше дело. Какой из этих ресурсов, время, энергия или фокус, является самым главным? Я считаю, что нужно исходить из состояния. В любом случае для всех состояний самым главным критерием, на который необходимо обращать внимание, это ваше время. Время будет вам говорить о том, что вы можете сокращать время для выполнения каких-то задач. Вы можете на новые задачи выделять значительно больше время. Все это упирается в планирование. Следующий момент, который относится к состояниям, в состоянии 8-10 нужно больше времени уделять своей энергетике. Энергетика состояния 8-10, люди хотят с вами рядом находиться, они подпитываются этой энергетикой. И в состоянии 8-10 вам не нужно убеждать людей, вы их заряжаете своим позитивом, своим ярким очерчиванием целей, умелыми формулировками, то есть то, что другие люди сделать в своем энергетическом состоянии не могут. В состоянии 4-8 на втором месте будут находиться приоритеты. Приоритеты означают, что в вашем распоряжении есть ресурсы, и с этими ресурсами вы можете вот эту задачу с таким приоритетом сделать в первую очередь, то есть довести их до финального конца. Поэтому, если вы находитесь в состоянии 4-8, оценивайте свое эмоциональное состояние, делайте дела, которые запланированы. Если у вас есть заряд энергии, вы горите, вы зажглись, можете сделать что-то еще, делайте эти дела с энтузиазмом. Таким образом, вы приоритет будете использовать по назначению и на максимум. Как влияют сферы, в которых доминируют эмоции, и как влияют на приоритеты сферы, в которых доминируют действия? Если мы рассмотрим на сферы, где доминирует действие, то есть это более рациональные сферы, сфера карьеры и бизнес, сфера деньги, сфера личностного роста и сфера здоровья и спорта, то здесь момент, которому необходимо уделить внимание, это время. Если вы выделили достаточное время на свою сферу здоровья и спорт, вы всегда будете находиться в хорошей физической форме, хотя с экономической точки зрения время, потраченное на спорт, кажется, не обладает той монетизацией. В возрасте более 30 лет, пожалуйста, найдите возможность 2-3 раза в неделю уделить внимание своему здоровью. Вы всегда будете находиться в хорошей физической форме, вы будете ближе к энергетике состояния 4-8 и 8-10. В состоянии 0-4 у вас будут резкие крайности, вы будете то стремиться заниматься спортом, то у вас какие-то дела будут резко взлетать в вашу жизнь. Для состояния 0,4 это
нормально, как ни странно, не стоит этого пугаться. Переходите в течение 1-3 лет в состояние 4-8, когда у вас рациональность будет доминировать, но при этом ваша жизнь будет насыщена хорошими эмоциональными переживаниями. А если мы рассмотрим сферу личностный рост, то в сфере личностный рост состояние 4-8, когда вы пробуете применить теоретические знания к вашей жизни, вам очень важно понимание энергетики. То есть, когда вы знания просто получаете пассивно, записываете, структурируете, но не применяете, это такая вот малая энергетика, состояние 4-8, вы что-то пробуете, даже если это у вас не получается, вы получаете огромный заряд удовольствия, что вы попробовали, получили обратную связь, что это не получилось с первой попытки. Если вы находитесь в состоянии 4-8, в таком позитивном настроении, вы сделаете вторую, третью попытку с учетом тех ошибок, которые у вас получились, привлечете экспертов и получите огромное удовлетворение от того, что у вас получилось. С 5-6 попытки это тоже вариант нормы. Пробуйте. Путь своего профессионального роста и личностного роста, он всегда не легкий, иногда просто нужно словить волну. Но если вы будете чередовать обучение и наставничество, вы поймете, что вы готовы как и получать знания, так и отдавать, как быть практиком в своей профессиональной сфере. Ну и самое главное, совместно со своим любимым человеком укрепляйте свои личные отношения, уделяйте этому достаточное время, чтобы вы не сходили в закономерные фазы семейного кризиса. Семейный кризис, как правило, совпадает с эмоциональным выгоранием, поэтому если вы изучаете колесо жизненного баланса, не находитесь в состоянии эмоционального выгорания, давайте любимому человеку обратную связь, в каком состоянии вы находитесь, какую эмоциональную поддержку вы от него хотите получить, находите поводы для взаимодействия, стройте долгосрочные планы. Вот такой вот секрет семейного счастья от колеса жизненного баланса Long Swim. Подводим итоги сегодняшнего видео. Тема видео: зачем нужен контроль своих ограниченных ресурсов, время, энергия, фокус, приоритеты. Ключевое слово здесь — ограниченные ресурсы. Мы устроены так, что в течение рабочей недели у нас есть какие-то исторические сложившиеся выходные дни. У нас время распределено между нами и отношениями, семьей, близкими, друзьями. Ваша задача, с одной стороны, четко следовать плану, распорядку дня, с другой стороны, не быть занудой, душнилой и не делать жизнь достаточно скучной. Наша задача находиться в состоянии 4-8, то есть больше в состоянии действовать. Наша задача становиться экспертом в сфере карьеры и бизнеса и гордиться этим. То есть мы, находясь в сфере денег, в состоянии 4-8, будем сознательно себя рекламировать, понимая, что реклама — это самое лучшее вложение, потому что вы вкладываете в себя, а вложение в себя — это самый лучший актив. Не забываем о приоритетах. Мы в колесе жизненного баланса все 8 сфер в определенные месяцы года ставим в приоритеты. То есть если это отпуск, мы приоритет выделяем в сфере семья и отношения. То есть мы получаем удовольствие от совместного отдыха. Если это сфера друзья и окружение, мы не забываем про торжественные события, день рождения, профессиональные праздники. Стараемся находиться вместе с друзьями в том состоянии и в тех местах, где мы набираемся сил. Наша задача, если мы находимся в состоянии 4-8, показывать друзьям и знакомым новые места сил, которые вы открыли. Вы будете давать им возможность тоже набраться сил, и поскольку вы отдыхаете в одних и тех же местах, вы будете получать тот заряд необходимой энергии, который вам необходим для достижения ваших целей. Подводим итоги сегодняшнего видео. Перед этим обязательно подписываемся на наш канал, нажимаем кнопочку колокольчик, нажимаем кнопочку поделиться. Два основных вывода. Контроль за ограниченными ресурсами — это не скучно и не нудно. Мы контролируем всего 3 параметра, и это доступно для каждого, для любого человека.
студента, взрослого и человека, который ведет, допустим, дневник продолжительное время, на основе своего личного опыта и на основе наших рекомендаций у вас будет хорошая комбинация инструментов для того, чтобы вы могли из любой затруднительной ситуации выбраться самостоятельно. Те, кто выбрался из затруднительной ситуации самостоятельно, обязательно напишите в комментариях свою историю успеха. Мы ждем ваших историй. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.